Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли, какая статистика вышла, на что она повлияет, а также какие движения по нефти, доллару, рублю предполагаются на вечерней сессии. Итак, переходя к календарю событий, что сегодня интересное произошло. Центробанки так называемых развивающихся стран Бразилии и Турции начали поднимать ключевые ставки. Это делается для того, чтобы предотвратить, или уменьшить так называемый экспорт инфляции из развитых стран. Здесь сейчас пока не очень большое повышение и у Бразилии, и у Турции, но сделан первый шаг, и наиболее вероятно, что, в общем-то, эта тенденция, она в ближайшее время сохранится. То есть ставки наиболее вероятно развивающиеся страны будут увеличивать, в том числе и Банк России. Далее, сегодня по ЕЦБ была масса выступлений европейских центробанкиров. Что здесь примечательно? В целом прогноз, который был ранее дан в декабре, он сохраняется. Предполагается, что ключевым годом восстановления от ковидного кризиса будет 22-й, то есть следующий год. И в 2023 году Европа уже войдет в свое привычное русло экономическое. Там рост в районе 2,2%-2,3%. Но вот единственный тревожный звоночек, такой очень неприятный, это, конечно, сальдо торгового баланса по Европе. Оно очень-очень няйс. Вот такие вещи, они, как правило, предшествуют каким-то тектоническим сдвигам. Кроме тех случаев, когда они являются следствием некой случайности. Смотрите, если переходить к графику платежного баланса, динамика за последние года, то здесь получается вот эта ситуация, она абсолютно не критичная, ничего страшного в себе не несет. Почему? Возьмем, если предыдущие 3 года, 19-й, даже если возьмем 20-й, когда все полетело вниз, трам-тарары, возьмем 19-й, то же самое, 17-й, то же самое. Но только в марте 2018 года такой закономерности не было, такой просадки. Но в целом, поскольку в 2017 году и в 2019 году как раз вот в марте тоже была просадка, очень маленькое значение торгового баланса, я думаю, здесь никакого подводного камня не кроется. Пока с этой стороны ничего Европе не угрожает. Но если у нас и за март выйдет такой баланс, то это уже будет, конечно, очень тревожный звоночек, очень. Так, британский банк сегодня ставку сохранил 0,1%. По Соединенным Штатам вышла статистика негативная. Число первичных заявок на получение пособий по безработице. Но здесь ситуация, она неоднозначна. Сейчас мы посмотрим график и этот момент обсудим. Так, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии очень-очень позитивный. Он говорит о том, что все цветет и пахнет. Так, наша тема, она уже последний год весьма болезненная, это количество первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Смотрите, на самом деле с учетом порядка вот этих значений, 770 это совсем небольшое отклонение от предполагаемого и от предыдущего. Да, это 10%. 10% это уже когда не может речь идти о какой-то погрешности, возникшей из результата расчета, из допущений, которые берутся в основу. Но тем не менее, с учетом порядка цифр и разброс вот этой статистики за последние 6 месяцев, я думаю, здесь ничего такого страшного не кроется. Страшное кроется здесь в другом. В том, что если мы возьмем вот этот отрезок, даже с того же 2017 года, то первичные заявки, которые были в доковидную эпоху, так называемую, теперь у нас 2 эпохи будет, доковидная и послековидная, это своего рода, получается, будет Рубикон. Что мы здесь имеем? Мы имеем, что количество вот этих первичных пособий, оно было в пределах 200 тысяч. Как мы с вами видим, несмотря на вот этот мощнейший откат и снижение, ни о каком, хоть казалось бы, малейшем приближении к 200 тысячам, здесь речь пока не идет. Почему ситуация такая
напряженная, такая сложная, она сохраняется и она не исправляется в полном объеме. Дело в том, что с моей точки зрения пока еще перестройка экономики на новый лад, как в Соединенных Штатах, так и в других странах, она не произошла. Здесь, я так думаю, не совсем корректно говорить о том, что вот избавились, не избавились от последствий ковида. Надо четко понимать, что ковид, он пришелся весьма вовремя, когда надо все было кардинально менять. Когда мир должен был перейти на новые технологии, на новые способы взаимодействия, которые уже накопились, назрели. И вот вся эта ситуация, на самом деле, это адаптация экономики к новым реалиям, к тому, что произошли изменения, к тому, что все больше ушло в онлайн, в доставку. Офисные центры в крупных городах теряют свою актуальность, торговые центры тоже. Соответственно, то есть для того, чтобы все это крутилось, экономика вращалась, нужно какое-то количество людей, рабочих мест. И поскольку эта ломка не завершена, мы видим такое плато в виде достаточно высокого количества первичных заявок, постоянных. Но, конечно, здесь нельзя сказать, что эта ситуация, она нормальна, она, в общем-то, паранормальна. И она держит все в напряжении. Помимо всего прочего, такое количество постоянное первичных заявок, оно даже сейчас в состоянии статики превышает то, что было в кризис 8-9 года. То есть это говорит о глобальном сдвиге. То есть как-то сравнивать и соотносить кризис 8 года, когда был просто небольшой пшик на рынке недвижимости и деривативах, которые использовались для раскрутки рынка недвижимости в Соединенных Штатах, то, соответственно, здесь мы имеем кардинальный слом экономики. То есть здесь по границе 9 марта 2020 года можете прямо провести такую линию красную, пошел раздел эпох. Одна эпоха, то, что было раньше, до ковида, и, соответственно, новая реальность, там кто-то называет новый кондратьевский цикл, прекрасный новый мир или еще как-то. Тем не менее, вот здесь произошел этот разлом, и этот разлом система до сих пор не пришла в равновесие. Так, но сегодняшний день прошел под знаком падения нефти. Сегодня также президент России дал ответ на реплику вчерашнего Джо Байдена. С моей точки зрения, вот эта фраза, ответ Джо Байдена, который был произнесен вчера, это не совсем корректный ход и не совсем правильный, потому что за такой фразой ее либо нельзя говорить подобным образом, либо за ней должны следовать крайне суровые действия. Вот. Поскольку суровых действий не последовало, то, наверное, произнесение такой фразы это не есть плюс для репутации американского президента. Потому что есть определенные слова заклинания, после которых все должно происходить уже совсем по-другому. Если этого не делается, то считай, это просто сотрясание воздуха. Так, друзья, не прекращается ситуация с претензией к вакцине AstraZeneca. Ее пытаются активно убрать. На самом деле, с моей точки зрения, возможно, потом когда-то, когда будут проанализированы данные, будет выявлено, что аналогичные случаи, они имели и в случае Pfizer и Moderna. Но поскольку AstraZeneca это европейская вакцина, то она находится под пристальным прицелом со всех сторон. Так, друзья, давайте начнем с американского рынка, американских индексов S&P 500, дневной таймфрейм, это SFD на фьючерс. Здесь у нас, судя по всему, намечается разворот и какой-то коррекционный откат. Ждем только, как будет происходить пробитие 3920-3900. Если здесь возникает пробитие и проторговка, то нас ожидает увлекательный спуск с этой горы, и первая цель здесь будет 3800. Вот сюда, вот к этому значению. Если пробоя не будет, то все это сейчас у нас перейдет в дальнейшую консолидацию. Так, и по десятилеткам американским доходность продолжает расти. В общем-то, и поэтому центробанки развивающихся стран начали увеличивать процентные ставки, с моей точки зрения. Так, друзья, далее VIX. Смотрите, VIX дневной таймфрейм. Здесь постоянно происходит операция под названием вытряхивание. Потому что если мы посмотрим, то каждый раз идет движение, которое завершается в районе 20
19,5. Но в этот раз зашли немножко ниже, вытряхнули, по-видимому, стопы, которые здесь находились. И сейчас здесь происходит попытка разворота и коррекционного отбоя. Как только начнется здесь проторговка и движение наверх, по факту пробоя 21, 21,5 весьма вероятно будет достаточно быстрое движение. Цель этого движения 26. Так, ну индекс доллара. Здесь у нас отбились от уровня, который 91.35, промежуточный уровень по сильным уровням. Дальнейшего снижения и укрепления валют к доллару не произошло. И таким образом на текущий момент мы ушли выше 91.5. По факту продолжения консолидации, там 1, 2, 3 дня, вероятно, будет следующий рывок с целью пробить 92,5 и уйти на 94. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Поскольку уровень был пробит и движение пошло очень бойко, очень энергично, у нас есть ближайшая цель движения, это 63,55. Вот сейчас она сюда придет. Если здесь начинается консолидация и не последует дальнейшего движения вниз с пробоем 62,1, то весьма вероятно мы от текущего значения либо от 63 с копейками по факту набора позиций попытаемся отбиться и отскочить вот сюда вот до сильного уровня 62,55. Но на текущий момент по часовому таймфрейму падение еще не остановилось. Для того, чтобы понять, что падение остановилось, либо должна появиться разворотная формация подтвержденная, либо должна начаться консолидация в районе достигнутого значения. Но вот здесь 63,5 это достаточно комфортный уровень для консолидации. Соответственно, если не идет дальше после нее движение ниже, то здесь будет набор позиций сегодня-завтра с утра и отбой. Но если как бы пробиваем тот уровень, который на дневке сейчас с вами смотрели, то здесь уже пойдет более суровый коррекционный откат, который может перейти уже в существенные обвалы движения на 56-58. Вот. Пока таких прям вот мощных оснований для такого обвала нету. Вот. Но если подобные обвалы продолжатся еще и завтра, то вполне возможно, что это все перейдет в пикирующее падение. Но я все-таки думаю, что 62.1 здесь послужит определенной точкой, либо текущее значение, ну чуть ниже 63,3, 63,5 или же 62,1. И здесь будет отбой и попытка разворота. Если такого отбоя не будет и здесь происходит пробитие, то уже завтра или в понедельник можно ожидать нефть на 56,7. Ну и здесь с такой динамикой по нефти Центробанк просто обязан увеличить ставку. Так, друзья, далее золото, 4-часовой таймфрейм беру. Очень мощное движение, очень сильное сегодня было. Но здесь видите, в чем дело. Тут не произошло закрепление ниже 1721. Конечно, вот в такой ситуации при формировании подобного импульса было бы просто супер сходить на 1700. Здесь уже собрать позиции и пойти выше. Вот. Но тем не менее сейчас на текущий момент, поскольку не было пробития вот этого уровня 1721, то есть был прокол и потом пошел возврат. Весьма вероятно, что мы здесь имеем разворотную формацию и у нас в ближайшие часы, ну завтра, может быть сегодня, конечно вряд ли, наверное завтра будет движение. Цель этого движения будет сходить вот сюда вот на 1745 к этому значению. Если развивается повторное движение и пробой 1716, то у нас как бы будет уже следующий этап, это движение на 1700-1694 вот сюда вот в этот диапазон. Пока больше факторов свидетельствует на то, что здесь произошел разворот. Так, друзья, далее рубль-доллар, сильное движение на падающей нефти, здесь в общем-то деваться некуда. Ну и вот то, что мы закрепляемся на 74,1, это открывает дальнейшее движение, импульс, цель его. Первое это 75 и потом вот сюда вот 75,3. Если происходит сегодня или завтра с утра коррекционный откат и пробой 74,1, 73,90, то соответственно мы увидим
колебания в этом диапазоне. Но сейчас, я думаю, скорее всего будет закрытие выше вот этого значения 74,1, и завтра движение на рост доллара продолжится. Если переходить на часовой таймфрейм от дневного, то здесь у нас картина показывает на то, что рост доллара на текущий момент исчерпан. И здесь, вероятно, произойдет коррекционный откат. Цель этого отката будет движение на 73.85, 73.8, вот сюда, к этому значению. Вот это движение, оно разовьется либо сегодня, либо завтра с утра, в том случае, если не будет за сегодняшний вечер или за завтрашнюю первую половину дня пробития 74.3. На текущий момент по часовику весьма вероятно будет движение на 73.8, но для того, чтобы это движение состоялось, надо, чтобы мы сегодня закрылись, чуть ниже 74.1. Вот здесь вот в этом диапазоне. Тогда завтра с утра или в первой половине дня весьма вероятно будет вот это движение. Вот. Если все-таки закрытие выше 74.1, то скорее всего завтра с утра мы уже пойдем двигаться наверх. Ну и переходя на 15-минутный таймфрейм, рубль-доллар, мы здесь имеем, что если нету пробития вот этого диапазона сегодня, то закрытие сегодняшней торговой сессии будет скорее всего в районе 74.3. Если вот этот диапазончик пробивается, то мы, вероятно, эту торговую сессию завершим вот в этом консолидационном диапазоне широком, и цель движения будет тогда в район 73.8, но это уже будет завтра с утра, не сегодня. Вот такое мое видение по основным инструментам. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на YouTube, на телеграм-канал. Всего наилучшего.